19 октября 2017 года в Минске женятся 58-летний придворный бизнесмен Александр Шакутин и 22-летняя выпускница нархоза, участница конкурса грации «Королева весна» Мария Сакиркина. Не прошло и недели, как молодожены рванули к берегам Персидского залива, судя по всему, в свадебное путешествие в компании Александра Лукашенко, который в буквальном смысле стал почетным свидетелем рождения новой идеологически лояльной ячейки белорусского общества. Он у меня хороший знакомый Саша Шакутин, не знаю, есть, нет, Самкадора. Ему досталось предприятие приватизированное, государственное. Как видим, хороший знакомый – это очень слабо сказано. В нашем новом расследовании мы раскрыли, что хорошее знакомство двух Александров – это не только совместный отдых во время свадебного путешествия, но и схемы на десятки миллионов долларов. За некоторые Шакутин и попал под санкции ЕС как кошелек Лукашенко. Но, во-первых, не о всех схемах Шакутина было известно до этого расследования, а во-вторых, как мы выяснили, несмотря на запреты ЕС, этот бизнесмен и его компаньоны сумели сохранить активы в Европе и продолжают там вести бизнес. Хотя после нашего расследования им, наверное, станет труднее это делать. С вами, как всегда, я, Ольга Ратмирова, и сегодня я расскажу вам о результатах очередного расследования нашей команды. Но давайте напомним, кто такой Александр Шакутин и как он дошел до такой жизни, что в медовом месяце его сопровождал сам Александр Лукашенко. Придворного олигарха Шакутина в 2013 году считали олигархом номер 2 в Беларуси. В конце 90-х и в нулевых он был главной фигурой в лагере недругов и конкурентов другого, самого известного на то время фаворита Лукашенко, Юрия Чижа. Уже в 2011 году против Шакутина хотели ввести санкции как против кошелька Лукашенко, но тогда ему повезло. А в конце 2020 года он уже попал под санкции. Он является одним из людей, которые больше всего выиграли от приватизации во время пребывания Лукашенко на посту президента. Таким образом, он извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его. Однако именно этот бизнесмен на первый взгляд положительно выделяется среди других белорусских олигархов и известен как единственный в Беларуси крупный частник-промышленник. Последние 20 лет он совладеет холдингом «Амкадор», который производит отечественные погрузчики, укладчики асфальта и технику для мелиорации. Большинство продукции, которая идет на экспорт, едет в Россию. И все бы ничего, но есть несколько нюансов, в которых кроется дьявол. Во-первых, само предприятие Шакутин и партнеры получили уже готовое, которое до них работало около 70 лет и новацией не является. Во-вторых, ныне частное предприятие Шакутин получил не от государства. Совместно с партнерами из Непала он повыкупал акции у отдельных акционеров таким образом, что получил контрольный пакет. У многих выкупали акции там, за наличку 15-20 долларов за штуку. Это все произошло в рамках такого неопределенного законодательного поля, которое было в то время, когда действительно можно было людей просто, фактически немножко, скажем так, обмануть, посулив им деньги наличные и в долларах сегодня, вместо какой-то абстрактной бумажки с акциями, с которыми еще не до конца все понимали, что делать. К моменту начала выкупа акций, и вот все каким-то парадоксальным образом у Александра Шакутина сошлось. Нужны были деньги, связи и желания. После того, как контрольный пакет акций оказался в его руках, акционер самый главный, он взял управление на себя. Итак, Шакутин и партнеры выкупили у рабочих контрольный пакет акций. Хорошо это или плохо для нашей с вами страны? Смотрите, когда Амкадор принадлежал рабочему коллективу, то, по мнению тогдашнего гендиректора, это был золотой век. Но уже несколько лет холдинг убыточен. Наконец, 2021 года на предприятии висело более 42 миллионов долларов непокрытого убытка. И у Шакутина покрываются эти убытки кредитами и займами. В 2021 году у Амкадора этих кредитов и займов было почти на 120 миллионов долларов. И покрываются
эти долги частника как минимум частично за счет бюджета, то есть за счет наших денег, которые мы с вами платим в виде налогов. Итак, посмотрите, Лукашенко в конце 2021 года своим указом о стабилизации финансового состояния организации из бюджета дает Шакутину займ на практически $500 миллионов под 1/2 ставки рефинансирования. Кроме того, займ можно не отдавать деньгами. Рассматриваются возможности взаимозачета и погашения долга акциями. В случае невозврата займа осуществить передачу в собственность Республики Беларусь принадлежащих мне акций ОАО «Амкадор», управляющая компания холдинга. Акции с учетом акций ООО «Спамаш» и ООО «Неванеп» передаются по номинальной стоимости на общую сумму, равную сумме задолженности. Но тут вы можете сказать: подождите, холдинг Шакутина, возможно, несет убытки из-за того, что он берет на себя социальную ответственность в виде все новых убыточных заводов, которые он забирает у государства в свой холдинг. Но, как мы сейчас увидели, социальная ответственность только кажется, что кладется на бизнесмена, а на самом деле ее возлагают на нас с вами, на налогоплательщиков. То есть Александр Лукашенко берет $44 миллиона из бюджета и отдает их частнику-монополисту Шакутину, формально в виде займа. Получается, Амкадор — это обычное частное убыточное предприятие-монополист, получающее госсубсидии. И если на Амкадоре Шакутин показывает убытки и получает госсубсидии, то совсем иные цифры скрываются в отчетах других бизнесов этого бизнесмена и его семьи. Итак, сразу скажу, что мы нашли действующий бизнес этого подсанкционного бизнесмена в Европе. И несмотря на запрет ЕС двухгодичной давности, он все это время функционировал, функционирует и приносит прибыль, то есть пополняет кошелек своего владельца. Давайте сейчас вместе с вами из Синеокой отправимся в немецкий Фрехен на улицу Аугустенштрассе. Здесь, в современном здании, находится офис компании «СВ Машины». Фирма поставляет технику для государственных и частных агрохозяйств, таких марок, как Amazon, New Holland и другие в Беларуси, Россию. Наш немецкий коллега позвонил в офис под видом клиента, и менеджер немецкого офиса выразила готовность оформить поставку в Беларусь импортных комбайнов, а затем подтвердила: компания работает. Можно ли заказать поставку комбайнов? И возможно ли доставка в Беларусь и Россию? Вы должны просто сообщить нам, куда необходимо доставить, и тогда мы подумаем, как это можно реализовать. Какие сроки доставки? Из-за нынешней политической ситуации все стало немного сложнее. В целом у производителей сельхозтехники тоже большие проблемы с доставкой, потому что из-за пандемии прервались цепочки поставок. Срок поставки некоторых машин составляет 1 год. Таким образом, мы не можем вам дать однозначный ответ на этот вопрос. Валовая прибыль компании в 2020 году 3,5 миллиона евро. Это прибыльный европейский актив Александра Шакутина. Оказалось, что избежать закрытия компании из-за санкций можно, если в достаточной мере поколдовать над структурой собственности. Посмотрите, в сентябре 2020 года, незадолго до санкций, в компании меняется структура собственности. И если ранее компанией вместе с Шакутиным владели его давние партнеры Буяльский и Субботин, а также Воротницкий и Егоров, то сейчас 70% компании у некой литовской EM System. Остальные 30% у партнера Шакутина и директора компании, белоруса Валентина Егорова. Разматываем клубок и видим: EM System — это фирма, которой совладеют Александр Шакутин и его белорусский компаньон Игорь Субботин в равных долях. И, кстати, мажоритарный владелец действующей немецкой фирмы сейчас заморожен властями Литвы. А это активы на сумму 8 миллионов евро и еще 6 миллионов евро нераспределенной прибыли. И если литовское правительство заморозило акции и счета EM System, то фирмы, которыми владеет EM System, проследить это уже слишком сложно для чиновников, считает эксперт Михаил Кирилюк, и как следствие под санкции эти компании не попали. Это доўгі легальны працэс, і які запускаецца толькі калі адпаведны орган улады
атрымлівае звесткі аб гэтым. То бок, вядома, ну, калі б, напрыклад, там наўпрост прозвішча Шакуціна было ўпісана ў рэестр нямецкіх кампаній, ну, гэта было прасцей. Так, там упісана нейкая літоўская фірма, у якой таксама уладальнік там і сам Шакуцін, і людзі, якія маюць да яго там нейкае адносіны. Не існуе такога, ведаеце, там расследавальніка, да, у Германии специалиста по санкциям Беларуси, які будет сидеть и там выкрывать. Из-за связи с EM System еще одна литовская компания попала под санкции. Это Aмкадор Балтик, и литовский банк заблокировал счета этой фирмы за связь с Шакутиным через EM System. Косвенное подтверждение этому мы нашли в переписке юриста Амкадора, который выражает недоумение, как же сотрудники банка смогли выйти на Шакутина. Интересно, чему так удивляется юрист, если на владельца элементарно указывает хотя бы название компании. И тем не менее, как показывает наше расследование, немецкую дочку опальной EM System не вычислили ни чиновники, ни банки. Она, как мы уже рассказали, продолжает работать, как и представительство в Минске, которое работает несмотря на европейские санкции против самого бизнесмена. В 2021 году минская дочка европейского актива Шакутина получила $1 миллион чистой прибыли. Скажите, вы еще работаете, поставляете технику в Беларусь? Да. Хотели вот через вас 3 трактора заказать, New Holland TD5. Подскажите, доставляете их еще в Беларусь? 110-е пока не возим. Какой Но же вот сейчас будем примерно? турецкие завозить. А что с New Holland? Чего нет? Ну, просто их пока нет. Вот и все. Подождите, получается, что немецкая фирма Шакутина и его партнеров продолжает беспрепятственно работать, несмотря на то, что счета ее литовской совладелицы заморожены. Успешно функционирует и офис представительства в Минске. И тогда выходит, что Александр Шакутин избегает санкций и продолжает через компании вести деятельность, несмотря на запрет Брюсселя. Торговля идет, денежки капают. Что обо всем этом думает сам Александр Шакутин? А я не знаю, с кем я говорю. Я говорю с ЦРУ, с КГБ или с жителем на другой планеты. Я не знаю. Я только глаза в глаза могу разговаривать. Я не разговариваю с людьми, тех, кого я не вижу. По поводу вашей компании «Своя машина», которая функционирует в Германии, представительстве в Беларуси, мы вам все вопросы направили. Если вы захотите что-то прокомментировать, будем ждать вашего ответа. Нашли еще один международный бизнес этой семьи, который был бы просто невозможен без Европы и Лукашенко. О нем до сих пор не было известно. Он тоже не под санкциями и приносит семье десятки миллионов долларов. 13 февраля 2021 года на таможенный пост «Красная горка» Смоленской таможни с территории Беларуси прибыло автотранспортное средство с цветочной продукцией иностранного происхождения, о чем свидетельствуют товаросопроводительные документы. Несмотря на иностранное происхождение ввезенной продукции, перевозчик не предоставил документов, подтверждающих законность их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. Сейчас самое время представить вашему вниманию ту, которая 5 лет назад летела на государственном самолете в тот самый медовый месяц в компании двух Александров – Шакутина и Лукашенко. Встречайте, Мария Шакутина, хранительница цветочного актива семьи. В октябре 2020 года она, ее отец и пасынок Шакутин-младший становятся совладельцами компании Белтамошвили, и их суммарная доля больше 70%. В год, когда Мария Шакутина стала совладельцей этой компании, в Вилейке, где зарегистрирована фирма, случился экспортный бум. За январь-сентябрь 2020 года экспорт вырос в 7 раз, а импорт более чем в 47 раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. За первые 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот товарами у района составил 298 миллионов долларов. Из них экспорт товаров 94 миллиона, а импорт почти 204.
В 2021 году за те же 9 месяцев район продолжал наращивать внешнюю торговлю. Общий оборот товаров к сентябрю составил 362 миллиона долларов. Из них экспорт 125, а импорт 236. На сайте Вилейского райисполкома мы нашли самых крупных экспортеров района. Кто же из них делает основную кассу? Мы обратили внимание, что одна из этих фирм переезжает из Вилейского района в конце 2021 года, после чего внешнеторговый оборот района приходит в норму и больше не демонстрирует аномальных экспортных всплесков. И речь именно о компании Белтамошвили. Кстати, ее открыли еще в 2007 году, и она вела скромную деятельность, а в 2019 даже была убыточной. С приходом к рулю новоиспеченных родственников Шакутина фирма уже в 2020 году показала резкий рост. Выручка выросла в 1878 раз, достигнув почти 300 миллионов рублей. А чистая прибыль составила 11 миллионов рублей. В 2021 году компания продолжала брать новые высоты, и ее выручка достигла 362 миллионов рублей. Чем же занималась эта компания? Согласно материалам российских арбитражных судов, Белтамошвили активно реэкспортировала цветы в Россию как минимум в 2021 году. Схема бизнеса максимально проста. В 2011 году Александр Лукашенко своим указом создал льготы для импорта с целью реэкспорта. Указ освободил импортеров от уплаты НДС при условии, что товар будет вывезен из Беларуси. Это позволяло белорусским реэкспортерам не уплачивать НДС в белорусский бюджет и зарабатывать на этом сверхприбыли. Так начался массовый реэкспорт цветов из Европы в Россию. Там, конечно, НДС платить было нужно, поэтому при поставках туда стоимость товаров в разы занижалась. Основное, где мы столкнулись вот с этим таким беспределом, это где-то, наверное, 20-й год лета. Такое прямо самое трудное время для нас было. Когда там уже мы не понимали, как концы с концами свести. Малый бизнес и средний, соответственно, не являются налогоплательщиками НДС. Им все равно у кого покупать. У этих контрабандистов или у нас у них НДС нет. И в этом как раз вся проблема всей этой торговли. Мне рассказывали, что в Москве на рижском рынке ходили менеджеры из Белоруссии и мелким оптом на реализацию предлагали цветы. Мало того, что инвойсы занижали, они еще и НДС не платят. Это уже вторая компания Шакутина и его сына, которая занималась реэкспортом. Ранее мы рассказывали, что компания Logix занималась реэкспортом цветов. В этой незамысловатой схеме реэкспорта успели засветиться и другие лукашенковские бизнесмены: Алексин, Воробей, Зайцев и связанная с Виктором Шейманом компания Global Custom. Итак, если взять выручку компании, то окажется, что родственники Шакутина могли и заплатить в белорусский бюджет десятки миллионов долларов. Совокупная выручка компании за 2 года составила 264 миллиона. Но Лукашенко своим указом лично освободил от оплаты супругу Шакутина, его тестя и сына. А вот если бы эти деньги оказались в белорусском бюджете, то на них можно было бы заново модернизировать, к примеру, Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Но на что тратит заработанная предприимчивая семья Шакутиных, не обделенная ласковыми указами Лукашенко? Давайте для начала посмотрим, где живет это семейство. Сейчас семья Шакутиных владеет коттеджем в престижном Минском микрорайоне, где их соседями стали бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова, бизнесмен Тетерин, артист Ермоленко и другие селебы. Скромное жилье преуспевающей пары бизнесменов оценивается нашими экспертами в сумму не менее 1 миллиона долларов. Также у Александра Шакутина есть квартира на проспекте Победителей в Лебяжьем. Он купил ее в 2016 году, и она оценивается в 250 тысяч долларов. А у жены Марии Шакутиной есть квартира на ее малой родине в Жлобине. Подарили ей ее в 2017 году за 2 недели до свадьбы. Шакутина неоднократно видели в ближнем кругу Александра Лукашенко. Вместе они собирали картошку и даже ездили к теще Лукашенко. В 2020 году он был среди приглашенных гостей на тайной инаугурации. Самый большой бонус – это возможность владеть большим предприятием, своим заводом.
Второй бонус – это возможность там, ходатайствовать об отсрочках, рассрочках, там, списания каких-то кредитов под инвестпроекты. Ну и третий бонус – это государственное лоббирование интересов компании за рубежом. Этих трех плюшек вполне себе, в общем-то, достаточно, чтобы быть благодарным, лояльным Лукашенко. Лукашенко помог и достать деньги на девелоперский проект Шакутина. Рядом с Дроздами и Минск-ареной бизнесмен решил в 2016 году возвести грандиозный многофункциональный комплекс Шантер-Хилл площадью 140 тысяч квадратных метров. Шантер-Хилл начали строить в 2016 году, под будущим комплексом даже заложили капсулу. Шакутин тогда выступил с трогательной речью, где поблагодарил Лукашенко в том числе за материальную поддержку. Сегодня хочу выразить благодарность президенту Александру Лукашенко за оказанное доверие в деле создания этого интересного объекта, а также за материальную поддержку. Деньги на этот проект выдала китайская компания 120 миллионов долларов. И Шакутин отметил, что кредит стране выделен на льготных условиях и с хорошим сроком. И опять же не без помощи Александра Лукашенко. Шакутин отличается от, Зайцева и Алексина, допустим, да. Потому что есть другая часть белорусского топ-бизнеса, которых назначили быть директорами либо собственниками, поддержать имущество. Естественно, в этом плане это один из тех примеров белорусского бизнесмена, которые действительно пробились с самых низов и свой какой-то, опять-таки, капитал, да, первоначальный сформировали сами. Но по факту, да, все равно весь крупный бизнес сейчас так или иначе обслуживает интересы не Беларуси, белорусского народа. Александр Шакутин неоднократно летал с Лукашенко на государственном борту номер 1. И нам достоверно известно, что вместе они летали в Пекин, Венесуэлу, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Например, в октябре 2017 года Шакутин вместе с Лукашенко полетели в Абу-Даби. Официально это называлось рабочий визит, но на самом деле это было больше похоже на отпуск. Смотрите, официально о визите объявили 27 октября, однако мы знаем, что борт номер 1 вылетел из Минска еще 25 октября. Команда, которая летела с ним в рабочую поездку в Эмираты, также не говорит о серьезности визита. Среди пассажиров президентского самолета есть, например, первая учительница Николая Лукашенко, его же учительница фортепиано, певица, врач и девушка из службы протокола. За 12 дней, что компания была в Эмиратах, было всего 2 официальные встречи. Одна с наследным принцем Абу-Даби, с де-факто правителем Абу-Даби и заместителем главнокомандующего ОАЭ, который навестил Лукашенко на курорте. Также Лукашенко встретился там с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, который был в Эмиратах всего 2 дня. Итак, Александр Шакутин, находясь под санкциями за связь с Александром Лукашенко, пытается судиться с европейскими регуляторами. Но это не мешает ему в Беларуси получать кредиты от самого Лукашенко, иметь активы в Европе и продолжать иметь бизнес в Германии, а его семье зарабатывать на реэкспорте из Европы в Россию. Благодаря этому, несмотря на санкции Евросоюза, Великобритании и Канады, он держится на плаву. В том числе и за счет бюджетных денег, которые выдают ему по указу Лукашенко. Грубо говоря, содержание бизнеса семьи Шакутиных только по нескольким кейсам обошлись белорусам в не менее чем 100 миллионов долларов. Но мы полагаем, что после этого выпуска существование как минимум нескольких до этого расследования никому неизвестных бизнесов Шакутина попадут в затруднительное положение, а значит и деньги бюджетные будут целее. Ставьте лайк, колокольчик и делитесь этим видео, чтобы его увидело как можно больше людей. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить наше новое расследование. Кстати, если вы хотите поддержать нашу работу, то можете сделать это через платформу Patreon или воспользоваться кнопкой «Супер спасибо». Эта программа была создана при поддержке Журнализм Фанд. Дорогие патроны, большое вам спасибо за вашу поддержку. В том числе благодаря вам мы смогли сделать и это расследование.